Тема 706. Замороженная еда для пожилых людей. Об этой идее я думаю давно, с тех пор как соседка, пожилая женщина, осталась одна в своей квартире, муж умер, единственный сын давно живет и работает в Москве. У нее и раньше болели ноги, этим страдают многие пожилые люди, а в последние годы она вообще перестала выходить на улицу. Как такому человеку выжить? Ведь в магазин за едой нужно ходить. Потом ей еще нужно приготовить. Эта семья выкручивается тем, что сын нанял приходящую сиделку, та приходит прибраться в квартире и приносит то ли продукты, то ли готовую еду. В соседнем с нашим доме живет еще одна женщина в возрасте, ей тоже очень трудно ходить, и на улицу она уже не выходит. И хотя ее дочь живет с ней тут же, в городе, ей пришлось нанять для своей матери постоянную сиделку. Потому что сама она недавно родила второго ребенка, который сам только-только начал ходить, ей нужно еще ходить на работу, зарабатывать на жизнь, и на родную мать не остается ни времени, ни сил. Другими словами, пожилым людям очень сложно жить. Особенно если их дети живут в других городах, заняты своими делами или выживанием. При этом дети еще могут помочь своим родителям материально, но приходить к ним ежедневно, чтобы принести продукты или приготовить еду, не в состоянии. Сдавать пожилого человека в дом престарелых – не выход. Слишком много негатива мы слышим об этих домах, даже частных и внешне благополучных, издевательства над пожилыми людьми в таких домах случаются даже в благополучной Европе, что же говорить про российские дома престарелых. Нанимать к каждому старику отдельную сиделку – слишком дорого. Для выживания пожилому человеку нужно немного, вовремя питаться, конечно, если он не серьезно болен, а для этого в принципе можно обойтись без сиделки, достаточно просто привозить на дом готовую еду. Еда из ресторана – слишком дорогая. Есть у нас сервисы, в основном, в Москве, которые, в принципе, могут привезти не слишком дорогую, не ресторанную еду и сразу на неделю. Но в большинстве небольших городов таких сервисов нет. Там не так много контингента людей, желающих питаться таким образом, пока у них есть возможность самим все покупать в местных магазинах. Получается, в каждом небольшом городе есть некоторое количество нуждающихся в регулярном питании людей, о которых некому позаботиться. Можно, конечно, специально для них создать услугу по производству и доставке готовой еды. Но такой бизнес будет ограничен только одним городом, в соседний город свежую еду не повезешь. А если обеспечивать пожилых людей замороженной едой, которую можно за 5 минут оживить и разогреть в микроволновке? Такой, который снабжает фирма «Диета Елены Малышевой» своих клиентов. В одной коробке еда на 2 недели. Как раз поместится в обычный морозильник. К тому же опыт этой фирмы показал, что свежезамороженную еду можно доставлять недорого, при помощи региональных представительств, которых она привлекла уже 10 по всей России, а не только при помощи доставки, которую привлекали, пока у компании не было партнеров в регионах. По сути бизнес «Диета Елены Малышевой» – это дочернее предприятие более крупной фирмы, Вилон, производителя замороженной еды. Именно эта фирма, Вилон.ру, производит всю эту еду и распределяет ее по отдельным клиентам и регионам, только, видимо, под торговой маркой «Диета Елены Малышевой». Другими словами, точно так же, используя возможности производителя замороженной еды, Вилон или какого-то другого, можно создать бизнес по обеспечению питанием другой части населения, пожилых людей. Главное, все это организовать. ООО «Диета Елены Малышевой» пошла путем создания централизованного сайта dietamalышевой.ru, у которого посещаемость, кстати, очень высокая,
в среднем 6800 посетителей в день, и рекламы этого сайта на телевидении. В случае с питанием для пожилых людей можно создать бизнес в одном, достаточно крупном городе, а затем продавать его по регионам по франшизе. В таком случае на рекламе можно будет сэкономить и при этом охватить максимально возможное количество клиентов по всей стране. Примеры подобного бизнеса уже есть, я нашла две такие фирмы, в Великобритании и Канаде. Английская фирма Ilciri Farm FADS, ilcirifarmfads.com, работает уже 25 лет и охватила своей деятельностью практически всю страну. Посещаемость этого сайта, кстати, сравнима с посещаемостью сайта «Диета Елены Малышевой», в районе 6000 посетителей в день. В Канаде по такой же технологии работает аналогичная фирма, Irtohomimiaus, сайт irtohomimiaus.ca краткой. Заказы оформляются несколькими способами. 1. При помощи корзины на самом сайте компании, который в этом случае выступает как интернет-магазин. 2. При помощи звонка по телефону. 3. Непосредственным обращением. Местное представительство компании. Заказать можно любое количество из 100-200 блюд, клиентов не привязывают к себе обязательной подпиской, нет и минимальной суммы заказа. Фирма развозит замороженную еду в специальных небольших рефрижераторах и примерно в таких же контейнерах, сложенных внутри коробки, как и «Диета Елены Малышевой». Эта компания в Канаде появилась не очень давно, но уже показывает быстрый рост. Купить сегодня франшизу этой компании можно всего только в 3 провинциях. О спросе на замороженную еду я прочитала в описании истории одной безработной женщины из канадского города Калгари. Ее уволили в прошлом году в связи со спадом нефтяной промышленности Канады. И она решилась купить франшизу именно компании по доставке пожилым людям замороженной еды. Только она запустила свой бизнес, уже за первую неделю привлекла 30 клиентов. Как она рассказала местному журналисту, люди настолько были возбуждены новой для них услугой, что расхватали у нее все запасы информационной брошюры, содержащей полное меню, через которую можно тоже заказывать еду. И она уже уверена, что ее затраты окупятся, а в среднем на создание подобного бизнеса по франшизе требуется $150 тысяч, на оплату франшизы, приобретение фирменного автомобиля с холодильником и на аренду небольшого офиса. По поводу замороженной еды. Раньше я не верила, что такая еда съедобна. Нет, встречала я всякие замороженные полуфабрикаты в местных магазинах, они были какие-то ненастоящие и невкусные. Но если покупатели «Диеты Малышевой» целый месяц едят замороженную еду от Вилан и не жалуются на ее качество, я читала многочисленные отзывы в интернете, значит, действительно, ее можно есть. Я нашла в местных магазинах несколько коробочек от торговой марки «Сетедов», она как раз принадлежит Вилону, жульен с курицей и грибами, суп харчи и тефтели с вермишелью. В принципе, можно есть. Порции небольшие и по сравнению со своей едой дороговато. Получается. Но жульен, кстати, оказался без куриных костей, в отличие от жульена местной кулинарии из того же сетевого магазина Spar, что является его большим преимуществом. Суп харчи оказался не таким острым, каким его любит мой муж, но в пластиковой тарелочке оказались даже 2 настоящих кусочка мяса и суп оказался действительно жидким. Я боялась, что это будет просто желе или сухая смесь, ведь такой суп в коробочке под пленкой еще как-то довести нужно. И готовить, действительно, недолго, 5-7 минут в микроволновке, либо 30 минут в духовке. Что касается еды для пожилых людей. 1. Если сравнивать коробочки компании Вилан, например, от ТМ, Сетедов, которые стоят на витрине в магазине, и те, что присылаются клиентам под видом диеты Елены Малышевой,
то от Елены Малышевой они более скромные. И это правильно. Здесь упаковка несет только защитную функцию, ей не нужно привлекать взгляд покупателя в магазине. Поэтому на такой упаковке уже можно экономить. 2. Как и диета Елены Малышевой, такая еда должна быть специально разработанной для своей целевой аудитории. Она должна учитывать возрастные болезни и состояние зубов клиентов. Это будет не только заботой о пожилых людях, но и маркетинговым ходом, как разработанные низкокалорийные блюда и их правильный подбор явились основой диеты Малышевой, хотя ничего особенного в этой диете и нет. 3. Такую еду могут заказывать для себя не только пожилые люди, но и обычные люди, которым лень или некогда выйти в магазин, или просто некогда готовить. Тем более им будет интересна доставка подобной еды летом, когда даже из магазина ее доставить проблематично, при 30-градусной жаре за окном. 4. Можно самим не готовить эту еду. Если существуют специализированные компании по ее производству, проще договориться с ними, они вам разработают необходимую линейку продуктов и станут вашим постоянным и надежным поставщиком. Тогда можно сосредоточиться чисто на доставке и на работе с франчайзи. Собственно, бизнес. Я предлагаю открыть в России компанию, подобную английской и канадской, если такой компании в России еще нет, если есть, киньте ссылочку. Мне кажется, среди наших людей найдутся многие, которые захотят стать франчайзи подобной компании. Бизнес, по-моему, очень простой и благородный, принимай заказы и развози еду. Забота только одна – следить, чтобы холодильник не разморозился. И если в Канаде, которая чем-то похожа на нашу страну, этот бизнес испытывает расцвет, почему бы не случиться подобному и в России? Подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.